Всем привет! Сегодня на видео интересное устройство, которое по идее должно сделать все ваши домашние приборы, которые имеют пульты дистанционного управления, сделать управляемыми удаленно. То есть имеете вы пульт, обычный ИК-пульт, которым телевизор управляете, которым управляете кондиционером, но удаленно вы не можете зайти, например, со смартфона и включить тот же самый кондиционер, проследить, выставить температуру, все дела. Вот это устройство должно, по идее, это все делать. Первый раз при вас его вижу. Видели вы, приходит в такой вот небольшой коробочке. Его модель URF02 Smart Hub. Так, даже есть инструкция. Вот я поспешил. Даже есть инструкция. Черно-белая. Давайте посмотрим. Может случиться чудо и увидим понятный язык. Нет, понятного языка нету, но есть для кого понятный китайский и для кого понятный есть английский. Приложение Smart Life или Tuya. И, в общем-то, все тут есть, как привязывать. Устройство имеет светодиодный индикатор. Ого. И работает от USB, от зарядного устройства, от блока питания, попросту говоря, 5 вольт 1 ампера. Имеет кнопку, скорее всего, кнопка сброса, кнопка привязки устройства. Пластиковый корпус, такой вот USB-свисток. Для использования, для его питания, вот обычный блок питания 5 вольт 1 ампера китайский. Это все должно быть подключено в сеть постоянно. Если у вас какая-то автономная система где-то там, где вы хотите установить вот это устройство, можно подключать его от пауэрбанка, понятно. Будет он питаться пауэрбанком. Включаю его в розетку, подаю питание, загорается синий индикатор и гаснет. Давайте откроем приложение Tuya Smart. Буду привязывать, у кого Smart Life, можно и Smart Life. Поддержка также Amazon Alexa, голосовых команд, Google Home, Google Assistant. Все это поддержка имеется. Ну, так как приложение Tuya, все совместно. Ищем универсальный пульт. Как-то туго с поиском и хочется все быстрее. Давайте попробуем автоматически. Есть вариант найти. При этом давайте удержу кнопку. Наверное, до частого мигания светодиода. И смотрите, добавляем одно устройство. Перейти к добавлению. Отлично, автоматом все нашлось. Подтягивается мой домашний роутер и пароль. USB и название. Название можно поменять. Этому устройству присвоить имя. И идет добавление. Здесь ничего, но здесь видно процесс добавления. Вот так все быстро добавляется. Есть готово. Далее. И USB устройство успешно добавлено. Завершено. Очень все классно. Tuya не перестает радовать. Найдена новая программа программного обеспечения. Обновить сейчас. Давайте обновим. Если поставим галочку, будет автоматом обновляться устройство при наличии новой прошивки. Можно не ставить, можно заходить, будет и вручную обновлять. Подтверждать или же автоматом. Идет обновление. Программное обеспечение обновлено. Смотрите, и приходит уведомление на приложение, что на этом устройстве обновлена прошивка. Все очень классно. Вот лишний раз получаешь наслаждение от пользования данным приложением, а именно Tuya Smart. Устройство работает. По идее, синий светодиод говорит о том, что устройство работает. Вот его рабочий стол. Изменить, я так понимаю, можно название устройства. Да. Ну и здесь поддерживаемое оборудование третьих сторон. Смотрите, Alexa, Google Assistant, Xeodu. Недавно я наушники вам показывал, наушники, диктофоны от них. И еще какой-то Mail Janes. Оффлайн уведомления. Ну, тут настройки. Отобразить пульт, включить, проверка сети. Удалить устройство, обновление устройства. Здесь все есть. И можно имя поменять, если нужно. Я потом это буду делать. Смотрите, два вида пультов. Пульты инфракрасные, обычные, телевизионный инфракрасный пульт. Не Bluetooth, а инфракрасный. Которым управляем кондиционером. И RF пульт,
дистанционного управления, который работает по 433 МГц. Пульты от ворот, от различных там у вас, что там, выключатели, переключатели, умные розетки, которые работают от домашнего пульта. Так, где же он у меня здесь? А вот обычный пульт 433 МГц, которым я включаю-выключаю свет. Вот видите, работает у меня от него по 433 выключатель. И теперь, по идее, этот пульт можно будет включать и выключать не только руками, клавишами, а удаленно из любой точки мира через интернет. Давайте попробуем добавить вот этот пульт по 433 МГц работающий. Жму на радио, добавить, div, и еще раз в самом низу ручное добавление. Без всяких выбранных и забитых вами там устройств. То есть нету этого пульта, у нас нету в списке устройств. Жму плюс, так тут в общем-то и написано. Нажать, выбрать, зажимаем любую кнопку на пульте, удерживаем до действия и прописываю вкл, свет, сохранил. Жму вторую клавишу. B, это у меня включение вкл, свет 2. Включение, эта кнопка у меня включает 3 светильника, это остальные 3. Сохраняю. Но они также вторым нажатием отвечают за выключение. Жму финиш, и в списке устройств у нас появляется устройство. Именно наш пульт. Его, я так понимаю, можно назвать или же удалить. Edit. Но нам, что главное, работает ли это? Да, и это работает. Устройство при этом мигает светодиодом. И вторая клавиша, задний свет, там 3 светильника слабеньких, также включаются и также выключаются. Работает это все так. Еще у меня есть 2 кнопки, можно их также будет забивать, но они у меня никуда не привязаны. Включаем свет, включаем вторые светильники и выключаем. Раз, два. Все работает отлично. Также вы можете пульт ворот ваших привязать, например, открытие, и у вас будут ворота открываться удаленно. Забираю я с собой смартфон, пульт остается дома, интернет включаю мобильный, устройство остается включено, привязано оно по Wi-Fi, работает с роутером. Захожу, грубо говоря, с мобильного интернета на это устройство. И это устройство потом включает этот пульт. Но все это происходит, как вы видите, быстро и для вас незаметно. То есть, имея дома выключатель, который работает от пульта дистанционного управления, которым вы чисто можете его включать-выключать, находясь дома, с помощью этого устройства вы можете сделать выключатель удаленный. Удаленное управление выключателем, но который не был для этого приспособлен ранее. Это очень классно. Есть у меня в домашнем пользовании вот такой вот патрон. Патрон, который можно управлять пультом дистанционного управления. Чисто в домашних, в пределах квартиры, дома. Менять лампы, когда-то я вам показывал. Просто RF-модуль установлен, и по 433 МГц можно управлять удаленно. Включать, выключать свет. Такая вот конструкция. Кстати, 2 я покупал, и 2 у меня работают. Работают они каждый день. Работали, по крайней мере. Сейчас в той комнате я установил другой светильник. Бабушка пользовалась. Удобно ей включать и выключать. На патрон постоянно подается питание. Включена настольная лампа. И управлять можно пультом. Включать и выключать. И давайте попробуем привязать этот пульт к нашему приложению и пробовать удаленно также управлять. Жму плюс. Опять идем по той же схеме. Жму плюс и удерживаю клавишу. Есть. Включить лампу. Назовем. Окей. И добавляю финиш. На второй клавише у меня привязан такой же второй светильник. То есть патрон. Включить лампу и выключить лампу. Все, у меня второй пульт также добавлен. И вот он в списке устройств. Меняем имя, чтобы не путаться. И заходим и пользуемся. Удаленно. Устройства, на которые невозможно было удаленно заходить,
Теперь я на них могу заходить удаленно и управлять ими. Добавляю пульт кондиционера. Устройств нету. Если были бы устройства, те, что будем добавлять с инфракрасными пультами, они будут в этом разделе. Добавить кондиционеры. Кстати, есть список кондиционеров, которые можно добавлять. Самурай моего нету, поэтому я буду добавлять через ручное добавление. Кстати, есть, смотрите, здесь и камера, и проектор, и DVD, и умные лампы. Ну, лампы, видно, с пультами такими инфракрасными, если есть TV-боксы, телевизоры. Все в этом вот разделе с инфракрасными пультами. Добавляю, и в ручное добавление заходим, и здесь неизвестное устройство для приложения. Кондиционер, заходим опять же сюда, в раздел кондиционер, жму плюс. Идет инструкция по добавлению пульта. Первую кнопку включить, написано 3 сантиметра от устройства, синий светится светодиод, жму ОК, и первая кнопка добавляется в наш пульт. Вторую кнопку жму мод, также засветился синий светодиод, щелчок, 2 кнопки добавлены. На вторую кнопку жму настройки температуры, на нижнюю. Добавляется кнопка, и в общем-то, наверное, еще несколько у нас осталось. Все, Can Control. Кондиционер можете назвать опять же свой, прописать ему имя, или же потом это все можно сделать. Готово. Так, здесь я выключаю кондиционер, все выключено. Захожу в меню кондиционера. Такой вот рабочий стол пульта удаленного. Пробуем работу кондиционера. Это можно делать через интернет, как вы видите, сейчас я это делаю в домашней сети, но включив мобильный интернет, буду делать удаленно. Switch включить, и смотрите, кондиционер включился. Показания по температуре одинаковы на пульте и на кондиционере. Есть кнопки мод, тепло, или же охлаждение, или же автомат. Обдув, осушитель, холод. Все работает. Или тепло. Скорость слабый, средний, сильный, автоматически. Кнопка эта не задействована. Дальше. И температуру также я устанавливаю удаленно. То есть в данной ситуации мне не нужен Wi-Fi модуль для управления удаленного кондиционером. Не буду я тратить лишние деньги. Купил я вот этот вот универсальный пульт, и я могу управлять и кондиционером, и светом, и еще многими различными устройствами, которые вы сюда добавите удаленно. И это просто супер. Я вот сейчас получаю наслаждение от работы этой системы. И выключить. Все, кондиционер выключился. При этом этот пульт лежит не задействован. В домашней сети также вы можете, лежа на диване, с одного приложения заходить и управлять различными устройствами, будь то пульты радио, будь то пульты инфракрасные. Так, это у меня лампа, это у меня свет. Нужно зайти на кондиционер, захожу, кондиционер, телевизор, все, что работает с инфракрасными пультами. Но это не может не радовать. И это еще не все. При этом всем вы можете составлять сцены. Сцена 1, 2, 3, 4. То есть сцены умного дома. Например, включили кондиционер, включился свет. Или же закрыли дверь, включился кондиционер. Датчики, все умные устройства, которые у вас привязаны к умному дому, гирконы, различные устройства, можно будет составлять в этом приложении сцены. Например, гиркон показал, что дверь открылась, и у вас автоматически этот пульт через сцену включает свет. Те устройства, которые ранее не могли управляться удаленно, теперь они будут и удаленно управляться вами, и они будут участвовать в сценариях различных. И еще что очень классно, смотрите, в списке устройств приложения Tuya у меня появились мои устройства. Кондиционер, один выключатель, умный патрон и USB свисток. Универсальный пульт, который можно по праву назвать универсальным пультом. Отличное устройство, которое радует. Кстати, блок питания холодный, то есть потребления никакого, практически нету. Блок питания не греется, самый дешевый, самый маломощный блок питания.
И теперь на устройство, понятно, вы можете заходить как по отдельности из списка устройств, не обязательно заходить на пульт. А на пульт заходить уже, например, для удаления или добавления какого-либо из устройств. Супер! На сегодня все. Такое вот интересное устройство. Понятно, что для его работы оно должно быть постоянно включено в сеть. Ну и те устройства, которыми вы будете удаленно управлять, понятно, что они также должны быть включены в сеть. Оставляю ссылку, обязательно заходите. Вообще недорого вот это вот устройство стоит. И оно сэкономит вам деньги. Вот в моем случае пульт, то есть Wi-Fi модуль для кондиционера. Мне он не нужен. И несколько кондиционеров у меня есть на других квартирах. И я также могу привязать их в одно приложение и управлять ими с одного приложения. Это очень классно. Мало я один заказал, надо еще пару таких устройств. И можно управлять всем, что мне будет нужно. Подписывайтесь на канал, группа по видеонаблюдению в Телеграме, чат. Заходите на Инстаграм, на мой также. Сейчас полетят фотки, буду хвастаться то, что я приобрел. Ну и вы будете знать, какой видеообзор будет на следующих моих видео. Всем удачи и до следующих видео.